Тревога накрыла Айдена Коупера в тот момент, когда он заметил странное биение за правым ухом, некое ритмичное движение, будто внутри кожи просыпалась чужая жизнь. Всего пару дней назад он решил, что это обычный комариный укус. Но опухоль росла пугающе быстро. Кожа натянулась, появилась темная точка, а под поверхностью что-то ощутимо шевелилось. Айдену было 29. Он жил один на окраине маленького города Риверфолл в северо-западной части Колумбии, работал частным плотником и только начал крупный проект – реставрацию заброшенного особняка семьи Мейсонов. Дом, пустовавший 15 лет, был полон грязи, мусора, следов животных, гниющих материалов и опасной пыли. Он решил работать без защитных средств, уверенный, что справится. Именно там, на душном чердаке, он почувствовал резкий укол. Он не придал этому значения. Насекомые в старых домах были обычным делом. Вечером появилась небольшая припухлость, но на следующий день она увеличилась, начала зудеть и болеть. Айден отмахнулся. Медицинская страховка была дорогой, а работать нужно было срочно. К третьему дню опухоль стала размером с крупный шарик, а пульсация не давала ни сосредоточиться, ни спать. В зеркале он увидел темное углубление в центре покраснения и движение внутри. Это уже невозможно было списать на аллергию. Айден все же позвонил брату Джареду, который немедленно примчался и отвез его в клинику. Врачи, увидев рану, немедленно отправили его на обследование. Выяснилось, что внутри находится дыхательное отверстие личинки овода. На сканировании обнаружили целую группу паразитов, проникших в подкожные полости около височной кости. Один неверный шаг, и инфекция могла попасть к мозговым структурам. Хирурги удалили почти всех паразитов, кроме одного. Он успел выйти из кожной камеры и исчез, оставив после себя лишь пустой канал. Айден выжил, но пережитый ужас не отпускал его многие недели. Даже после полного физического восстановления тело продолжало давать фантомные ощущения, то, что казалось движениями под кожей, хотя анализы были чистыми. Психотерапевт объяснил ему, пережитый шок нарушил доверие к собственному телу, и восстановление потребует времени. В этот период рядом был Джаред, не оставлявший брата ни во время панических приступов, ни во время походов к врачам. Полгода спустя Айден снова стоял перед зеркалом. На месте заражения остался тонкий шрам, едва заметный. Он все еще ощущал легкие фантомы, но уже понимал, это просто отголоски пережитого. Он планировал вернуться к работе в доме Мейсонов, продолжать терапию и постепенно возвращать свою жизнь на место. Самым важным было то, что Айден усвоил. Выживание – это не только умение терпеть, но и способность опираться на тех, кто рядом. И даже если повреждение глубоко, человек может научиться заново доверять себе и миру.